Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина шокирует вас признанием? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. И снова вы у нас кубковый король. То есть о чем это говорит? Что вы человек чувствительный, ранимый. У кого-то может проиграться, что вы водных знаков зодиака. Вы человек, который очень уважительно относится к своим родителям, если они у кого живы, да. Если же на небесах, то вы настолько, знаете, вот настолько, как будто у вас связь с ними есть. Вы можете с ними, ну, когда, естественно, находитесь один на один, сам с собой, да, вы можете даже мысленно как-то обращаться к ним, просить. Вы можете даже чувствовать их помощь оттуда. У кого-то могут быть знаки, да, это бывают какие-то прикосновения, да, вот, либо же вот мерещится, как будто там ушедшие родители вот рядом стоят. Но опять же, у каждого это будет по-своему. Напишите, ребят, были у вас у кого-нибудь знаки такие вот свыше? Может быть, от родителей, от бабушек, там, у кого как, да, вот напишите, очень интересно. Далее, вы человек, который, в общем-то, финансово неплохо стоите на ногах. Единственное, вот что вам не везет, так это не везет женщинами. Вот личная жизнь, это оставляет желать лучшего однозначно. Вот вам, знаете, как-то, как будто, ну, как по заказу попадаются как снежные королевы. У кого-то может проиграться, что у вас не единожды была такая женщина, может быть 2-3 брака, либо же просто несколько отношений. Но вот женщины, которые любили потреблять больше, да, вот они потребительницы такие были и очень материально, финансово зависимые. То есть у них были в приоритете деньги и все, что касается материального. Ну уж так повелось, что вы влюблялись в таких женщин, кто-то становился даже мужем такой женщины, да, то есть вы были в браке, у кого-то дети проигрываются, но сейчас не об этом. Вот как-то вот не везет вам с этими вот королевишнами, да, причем вот будучи обманутым не раз в своей жизни, вы очень опасаетесь наступать на те же грабли. Вот есть такой страх, ребят, чтобы вас снова не обманули, чтобы снова не использовали. У вас даже есть друзья-приятели, я не скажу, что их много, но пара-тройка может быть. Они, вот знаете, такая ваша маленькая группа поддержки, которая всегда может и плечо подставить, и, конечно же, вот посоветовать. У кого-то может проиграться, что вот когда вы знакомитесь с очередной женщиной, да, вот вы можете даже вот каким-то образом, ну так, показать при друзьях их, да, чтобы просто друзья посмотрели, оценили, может быть, свое мнение сказали. Потому что, ну, есть такой вот момент опасений и недоверий. Так, что еще мне о вас поведают? Знаете, вот вы человек, который верит в судьбу. Вы однозначно вот верите в судьбу и порой, ну, не сильно так действуете в каких-то направлениях, потому что вот, ну, пускайте все на самотек, да, вот вы считаете, вот если так суждено, значит так будет. Вот если мне суждено познакомиться с кем-то, значит я познакомлюсь, вот в таком плане. Напишите, ребят, вы верите в судьбу или нет? Давайте такой маленький опрос сделаем. Только все, пожалуйста, пишите. Чем больше активности, тем больше продвижения. Вы не забывайте, да, вы же у меня помощники. Далее, у кого-то из вас однозначно был период, ну, такого отшельничества, да. Я не говорю, что вы там уходили в монастырь, в горы, где-то закрывались, да, и думу думали. Нет. Просто было настолько плохо, ну и, в принципе, я могу даже уточнить, почему. Да, ну то, что я только что и сказала. Вам было настолько плохо, что не хотелось вообще ничего, никого, и вам было хорошо и комфортно какой-то период быть одному. Возможно, сейчас у кого-то проиграется такой период.
Но здесь могут быть использованы и какие-то медитации, да, вы, возможно, проходили какие-то практики. Здесь может еще быть увлечение психологией, кто-то таро увлекается, да. Опять же, у каждого свои предпочтения. Ну, то есть вот период, когда ничего никого не хочу, да, вот хочу побыть один, хочу сделать такой самоанализ, кто-то, может быть, копался в себе, да, вот в своих каких-то, вот, я не знаю, поступках, в поведении. То есть вы пытались разобраться, вот будучи сам наедине с собой, разобраться вообще в своей жизни, что так, что не так, может быть, нужно было что-то изменить. Вот как-то так, понимаете, ребят? Далее, еще я вам скажу, что вы-то, конечно, чувствительный, ранимый, да. Но опять же, колкий язычок здесь присутствует. Вы, в общем-то, можете дать отпор. И тем более, больше, я думаю, после всех ваших жизненных невзгод, вы никогда больше не позволите никому с собой плохо обращаться. Вы, конечно, все-таки надеетесь, да, вот, ребят, вот как бы вы там в судьбу не верили, верите, не верите, все равно вы хотели бы глубоко в душе иметь семью. Даже у кого-то может проиграться, что вы хотели бы еще ребенка. Тем более, если у кого-то из вас нет детей, и вы все так же будете верным. Вот вы будете все так же верным и все так же будете любить, и вы это понимаете. Потому что среди вас есть те, кто, ну да, конечно же, вы можете не доверять, вы можете думать, что все, я больше никогда никому не буду относиться так, как бывший, я не буду никого залюбливать, кружить не буду и так далее. Но я вас смею заверить, вы будете точно так же и любить, и кружить, ну просто по-другому вы не умеете. Итак, давайте будем смотреть, ребятушки, какая женщина шокирует вас признаниями. Смотрите, есть женщина, причем она такая непростая. Вы с ней общаетесь, я не скажу, это не любовный роман, нет. Это такое общение может быть, опять же, у каждого по-своему это проиграется. По-дружески, по-соседски, это коллеги могут быть где угодно, где-то в компании, да. Женщина очень такая непростая. Она активная, она такая страстная, огненная, знаете, у нее как будто энергии, ну просто хоть отбавляй. Вот просто бьет ключом ее энергия, она сексуальная, она очень такая женщина, знаете, ну видная, далеко ее видно, как говорится. Женщина, которая... Вот она точно может бегать за мужчинами и стрелять глазками. Вот точно. Вот она такая, знаете, за словом в карман она не полезет. Она всегда может резать правду матку в лицо и не думать о последствиях. Я не говорю, что она какая-то плохая, нет. Я просто пытаюсь вот вам описать ее, может быть, вы узнаете кого-то из своих знакомых. Вы с ней то общаетесь, то не общаетесь, то реже, то чаще. Вот какие-то такие качели, да? С чем это связано, может быть? Кстати, у кого-то может проиграться, что на расстоянии вы с ней общаетесь. Это может быть женщина, снова-таки, либо по интернету, да, может быть, вы переписываетесь, женщина из другого города, из другой страны. То есть вот такие вот качели обо всем и ни о чем это общение, ну то есть вы ее ну никак не рассматриваете как какую-то такую зазнобу. Да, вы можете не любоваться, да, вы можете с ней общаться, но вот как-то вообще вы ее не рассматривали, по крайней мере, до сих пор, как свою какую-то партнершу. Возможно, кто-то из вас пока не готов был к отношениям, да, потому вы ее не рассматривали. Возможно, кто-то из вас еще, ну, так немножко, скажем, комплексовал чисто по-мужски, да, но есть такой момент, если честно. Как обычно мужчины рассуждают, да, ну, многие мужчины рассуждают так, что если женщина хороша, там следит за собой,
хорошо одевается. Ну, типа, я ее не потяну, у меня на нее не хватит денег. Значит, зачем я буду влезать в эти отношения, чтобы потом разочароваться, да? Поэтому тоже могут у кого-то из вас проиграться такие моменты, что она, да, она может быть вам симпатична, но опять же вы боитесь, что вы ее не потянете именно финансово. Либо же она такая, вот знаете, можете еще воспринимать ее как какую-то расчетливую даму. Эта женщина очень такая дружелюбная, она веселая, с ней приятно общаться, она гостеприимная. Но сказать, что она очень простая, я тоже не могу. Она может обижаться. Вот знаете, вроде бы такая вся из себя, но она может быть обидчивая. Можно какой-то неудачной шуткой обидеть ее, да, вот такой вот парадокс, немножко несостыковка у нее получается в характере, вот, но тем не менее какая есть. Она довольно неплохая любовница, она страстная, она активная, она может быть огненного знака зодиака. Ну, то есть она вообще такая вся женщина-огонь во всех отношениях. Она однозначно не из тех, кто будет лежать на диване и просто читать книжку. Ей нужно постоянно куда-то бежать, что-то делать. Она это может вам даже, кстати, рассказывать и при своем общении. Вот когда вы просто общаетесь, либо же кто-то переписывается, она может рассказывать просто о своей жизни по-дружески, да, я и туда ездила, и там была, и это сделала, и то сделала. Ну, то есть у нее миллион дел одновременно. С ней точно не соскучишься. Давайте-ка будем смотреть, чем же она вас шокирует, да, мне прям самой интересно, чем же она вас шокирует. Вы знаете, у кого-то из вас может проиграться, что она, ну, чуть ли не в любви вам признается. Кто-то сейчас будет в легком шоке, но говорю как есть. Смотрите, она давно вас присмотрела. Вот вы ей нравитесь как мужчина, и она будет все больше вот как-то активизировать свое внимание вам, да, она будет чаще, может быть, даже первой писать. Если вы общаетесь по телефону, она может звонить чаще, либо же чаще попадаться на глаза, если вы где-то вместе там рядышком либо работаете, либо живете вместе. То есть она будет, ну, начинать такой, знаете, захват вас. Постепенно, конечно, но она придумает, как можно с вами все чаще общаться. Потому что она видит, что, ну, в общем-то, вы особо ничего не делаете. Ну, не суетитесь, как мужчина, я имею в виду, да. Вы не приглашаете особо на свидание, вы там, ну, я не знаю, никакой романтики не предлагаете. Поэтому она решила взять быка за рога и сама начать активно действовать. Поэтому обращайте внимание, какая из ваших знакомых начнет больше проявлять инициативы в ваш адрес. И это не важно в жизни, либо же в интернете, еще раз говорю, потому что у кого-то может проиграться, что она действительно живет далеко от вас, что вы можете только, ну так, в онлайне общаться. Ей бы, конечно, очень хотелось вот с вами, конечно же, зароманить. Ну, я так называю зароманить. У кого-то, может быть, конечно, проиграется, что она и более серьезные отношения захочет. Ну, то есть ей хотелось бы с вами сблизиться уже как с мужчиной. Не просто как с хорошим другом, приятелем, либо с коллегой, да? А вот именно ей хочется романтических отношений с вами. Причем у кого-то может даже проиграться, что вы с ней совпадаете, ну, то ли по темпераменту, по каким-то вот интересам, может быть, жизненные такие вот рассуждения, какие-то умозаключения. Вы можете даже найти много общего, общаясь с ней. Вот даже сейчас, да, вот кто общается. Напишите, если у кого есть такая женщина. Она вас может шокировать, мы подходим все ближе, да, вот именно признанием в любви. Она будет, конечно, постепенно охотиться на вас, это такая охотница, действительно охотница. Но когда все больше будет убеждаться, что, ну, вы ничего особо не предпринимаете, она просто признается в любви. Кому-то в СМСке может признаться, кому-то просто скажет о своей симпатии, ну чуть ли не предложит, что вот давай будем вместе, вот в таком плане, да.
Поэтому, ребят, я вас так немножко подготавливаю, чтобы у вас культурного шока не было, но женщина реально вами увлеклась. Подумайте, кто это может быть из вашего окружения, что это за дама, и особенно обращайте внимание на тех, кто, ну, будут проявлять к вам такую большую инициативу, потому что она от вас не отстанет, это точно. Ну и напоследок давайте все-таки буквально в 2 словах посмотрим, может ли у вас с ней что-то получиться или нет. Вот вы будете первое время как-то все равно, знаете, вот держать паузу, оборону. Во-первых, снова мне показывают, что вы можете переживать, чтобы, ну, не попасть ни на деньги, ни на обман, да, вы боитесь просто наступить на те же грабли. Поэтому кто-то из вас будет держать оборону, ну так, как ежик колючки выпустите поначалу. Но потом вас немножко попустит, и потом вы все больше начнете с ней общаться. Да, потом у вас однозначно начнутся романтические отношения, но уже кто из вас захочет их более серьезными сделать, да, жить вместе, может быть, кто-то захочет оставить, просто вот встречаться. Это уже будет именно ваше решение. Но то, что вы будете вот этого ее напора даже как-то побаиваться, потому что для вас как-то, ну, не свойственно, чтобы женщина там бегала за вами, либо же тем более в любви признавалась. Для вас это таким легким шоком станет. Поэтому, ребят, ничего в этом страшного нет. Делайте выводы, решайте сами, будете вы с ней романить, либо встречаться, это зависит исключительно от вас. Ну, женщина такая, огонь просто во всех отношениях. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!